Отсыл к предыдущему семинару осеннему. Зунгут удач и загрузились. Дальше майя гель, тум. Зунгут удач. Сели, встали, бум. Сели, встали, бум. Момент сели принципиальный. То есть нужно сюда салют. В момент удара этой или этой опорная нога не разворачивается. Все помним, да? И стараемся низ живота таз в момент удара убрать вперед. Не остаться в этом положении. Давайте. Все по чуть-чуть. Счет 7, счет ударим. Здесь встали, заскользили туда. Нога становится пальцами в прямолинейном направлении. Эта нога уже имеет больше угол сгиба, нежели то, что было на вот этой фазе. Видно? То есть здесь меньше угол сгиба. На цугиаши здесь больше угол сгиба. Теперь мы оттуда выстреливаем майя гель, и направление удара не вверх, а вперед, подхлёст голени и опять же сносят распределение соли. Наша задача при выполнении удара ни в коем случае не развернуться на опорной ноге. Она остается стоять прямолинейно. Второй момент, который принципиально важен, это отхлёст. Вернуть ногу нам. Чем выше скорость этого отхлёста, тем выше ваш уровень мастерства. Вы знаете упражнение. Мы его делали на предыдущем семинаре в первом блоке, когда стояли в хизудач. И отсюда забивали майя гель, забивали майя гель, забивали майя гель. И там это было на месте, не привязано к поединку. Вот эта фаза, это уже стопроцентный поединок. Поэтому сейчас зашагиваем, бьем, зашагиваем, бьем. Один счет – это и шаг, и удар. Потом стоп. Следующий счет – опять то же самое. Угу. Давайте. Чудам камаль. Ич. Ни. Сам. Ши. Го. Ну вот вы уже сходите, по крайней мере, вас не слышите. Это большое дело. Вот это. Ич. Ни. Сам. Ши. Го. Кокус удач. Кокус удач. Выталкиваемся задней ногой и поднимаем колено на уровень груди. Опорная нога проворачивается. Распределяется кокус удач. Момент вращения в стопе реализуется за счет вот этого выталкивания. В конечном счете мы приходим в некое подобие шинодачи, если гликсодроны просто упали вниз. Понятно? Все спокойно. Ич. Ни. Сам. Ши. Го. Ро. Огонь. Зарабатываем момент кручивания. Чудам камаль. Цугиаши. Нога ставится прямо. Толкаемся задней. И так же, как в предыдущем упражнении из кокус удачи, на этом выталкивании уже формируется разворот. Выталкивание, разворот. Выталкивание, разворот. Это должно быть всегда одновременно. Выталкиваемся. Здесь рамочка. И в той фазе,
вышли в рамочку, в конечном положении происходит вытягивание, возврат и дальше распределение чудангамы. Сугиаш. Сейчас задача не ударить, а задача сделать ноги длиннее. За счет чего? За счет включения таза между ногами. Если таз остается утянут, то амплитуда удара будет короткой. Ее нужно удлинить. Удлинить ногу за 1 секунду невозможно. Даже для аппарата Елизарова нужно месяца 3-4, чтобы там как-то кость растянулась. Поэтому все механически на втягивание. Абсолютно спокойно. И самое главное, непрерывно. Вот мы стали, скользим. Непрерывно. Втягиваемся вперед. Ставим. На один счет все плавненько. И сам. Шик. Молодец. И вторая сторона. И сам. Шик. Продолжаем дальше тему методически разбирать. В экзаменационной программе у нас есть в этом промежутке техника ног и есть техника ног с некими руками. Там маваши, гели, гиакудзуки, например, да? Или там гиакудзуки, потом маваши, без разницы. При оценке того, как человек выполняет вот это все, именно в этом среднем блоке, то есть вот начиная от 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4 и даже где-то 3. Акцент идет на отдельное движение. То есть если вы делаете маваши отдельно, хорошо, а в связке там какая-то идет проблематика с балансом, с передачей усилия, то это небольшой фол. Просто это движение, второе за ногой или первое перед ногой, это некий стресс, который позволяет чуть больше разработать первую установку, то есть собственный удар. Сложилось? А вот уже в следующем цикле там должно быть и действие ногой, и действие рукой на достаточно высоком уровне. То есть помним, что мы в предыдущем цикле разбирали, да, там есть йокогели, но к тому йокогели, которое было там, отношение было такое, поверхностное. Главное было майя-гели бить и забивать прямолинейно руки, и все. Срослось? Теперь опять фокус удачи. Выносим рамочку сбоку и опять же разворачиваемся на носке. Забиваем, маваши, возвращаем, распределяемся в фокус удачи. И вот та ситуация, топ, это то связующее звено, которое связывает йога-гели, маваши-гели, ура-маваши, все, что идет с задней ноги в одно целое. Вот это секрет. Про него никто не рассказывает. Его нигде нет. Ни в одном семинаре вы больше этого не найдете. Все говорят, нужно толкаться. И дальше включается прапорщик, который говорит, так и не получается. Сильнее толкайся. Не получается. Еще сильнее толкаться. И он начинает толкаться, а усилие идет не вперед, а усилие идет вверх. И ничего не получается. Поэтому нужно сделать выталкивание, крутиться. После этого отыграть, уйти. Крутиться, уйти. Крутиться, уйти. Сейчас мягко, спокойно. Заходим и делаем маваш. Скорости нет. Ич. Главное, приземляемся в носок, в фокус удачи. И сам. Ши. Во. Ро. Шич. Хач. Все движения, которые есть в системе, они имеют момент выталкивания вперед и момент возврата в обратную сторону.
Если есть вперед-назад, то формируется импульс силы, который обладает неким проникающим эффектом. Если есть выталкивание только вперед, то тогда силовая составляющая работает только туда, и получается толчок. Понятно, да? Толчок. Не путать с тычком. Тычок – это импульсная тема, толчок – это тема давления. Срослось? Теперь меня ругают за то, что я использую не академическую лексику. Но для того, чтобы у вас срабатывала образность, ее приходится использовать. Сейчас комедия в стиле Дурки. Никто не контролирует вообще ничего. Вы стоите в стойке, и дальше нужно хлестать. Кинул забрал, кинул забрал, кинул забрал, кинул забрал. Как оно кидается? Вообще все равно. Вот таким углом, под таким углом, под любым. Ваша задача забрать. То есть вы кидаете, и надо забрать пятку к ягодице. Срослось? При этом кинуть надо. Кинуть надо. Если я к вам стою лицом, с учетом вот этой фазы, колено-бедро. Кидать вот так, ну, наверное, можно, но коленки не позволяют. Поэтому здесь кинул, забрал. Кинул, забрал. Понятно? Быстрый темп. Ич, ни, сам, ши, го, ро, шиш, хаш, тё, тё. Хоть улыбаться. Только что тут все, тихо. Сейчас вы станете парой. И да, мы где-то что-то делали на время. Сейчас мы делаем эту фазу просто 10 раз. 10 раз. Я сейчас покажу, как это должно быть. Вы постараетесь в любой скорости, в любом темпе. Но согласовать эту работу. Ассистент держит ладошки. Они не отсюда работают, они все время вверху, как в стойке. И его работа реагировать на ногу, отталкивает. Он толкает. Толкает в горизонт, не сверху вниз, а в горизонт. Прошлось? Супер. Теперь, тот, кто делает. 90% товарищей забивают от замедленного сустава маваши, сейчас не толкай, туда, и проваливаются вперед. В таком случае, даже если он попадает, получается удар, напоминающий опять же некий толчок, который является менее мощным, если в сравнении с тем, что вы будете делать с возвратом пятки ягодицы. Понятно? Вы сейчас поймете, как это училось. На тренировке в обычном стоит две шеи, там все пузыри. Сейчас это все будет чинить. Постарайтесь сделать таким образом. Взяла. Значит, вот мы здесь стоим и методично соединяем. Опять же, я почему говорю, что все в методике? Да, вот наши руки. И были упражнения, когда мы делали вот этот подшаг. Вспомнили? Вспомнили. Вот мы его делали, тум, возвращались, бум. Ну и на другую руку, соответственно, тоже вращение, а оттуда мы делали тум и забирали тум. Это то же самое, что в первом, нет, во втором ролике, где я показывал упражнение по левосторонней возле стенки, а потом показывал это без стенки. Так вот, когда держится за руку, это момент, где равновесие обеспечивает партнер. Сейчас мы равновесие обеспечиваем себе сами. Плюс в этом куске целый объем методических сборов. Вот так, все сразу быстро. Видно, что он вообще идет сбоку? Видно, что он стоит ровно и толкает здесь. Видно? И самое главное, когда нога приходит сюда, ну или соответственно сюда, то я не даю ему шанса направить свою ногу
туда, куда он хотел бы направить. То есть я, коснувшись, ее забираю. Идея понятна? Супер. В паре 10 раз один, 10 раз второй. Теперь еще один важный момент. Смотрите. Очень часто есть ситуации, когда встречаются два спортсмена разного роста. Ну, разного веса, понятно, разного роста. И игра происходит следующим образом. Тот, кто повыше, воспринимает ситуацию следующим образом. Плюю на тех, кто ниже ростом. Все. И вот в этой фазе техника начинает ломаться. И мы начинаем, я уверен, что голова у него выстроится. А, что там упираться? Все равно же голову попадают, вопросов нет. Но идея заключается в том, что прием носит универсальный характер. И вы должны эту универсальность сформировать независимо от того, где у кого какой рост. Он выше меня, может чуть повыше, чуть-чуть. Все. Сможешь показать? Сможешь. И, по идее, вот иди встань в команде, чуть-чуть за ним. Стандартный условие, стандартный. Видите, что разница есть? Есть. Я ему забрасывал в голову. Теперь ситуация здесь. Я сделаю то же самое, ты ругаешь. Откуда идет бедро? Сверху вниз. Так вот идея маваши гель, не блокирует. Я забрасываю маваши дзюдан. Сверху вниз. Я забрасываю маваши чудан. Сверху вниз. И в этом случае я выигрываю локоть, который здесь стоит. Идея понятна? То есть вот тема йога, маваши, схеме, таким образом у нас сложилась. Сложилось? Сложилось. Суть. Сейчас исходная чудан команда. И то, что вы делали в паре, нужно сделать на месте. Мы стоим, забиваем кизами маваш, переходим маваш, распределить. Кизами маваш, распределить. Это упражнение должно сейчас зайти очень легко. Его можно сделать качественно только в том случае, если вы делаете вот эти отхлесты назад. Если нога улетает и не делает отхлеста, вы уже это упражнение не сделаете. Сложилось? Давайте. Подсчет. Ич. Ни. Сан. Вот. Рот. Шич. Хач.